Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал располагается в городе Измаил, это юг Украины и юг Одесской области. И сегодня мы вам предлагаем составленный авторами канала агрогороскоп с 14 по 16 августа 2021 года. Это время растущей луны в Скорпионе, время московское. Даем немножечко по вашей просьбе чуть-чуть пораньше, чтобы вы могли спланировать свои работы в ближайшую вот эту неделю, которая наступает, чтобы могли все сделать, все успеть еще с посевами, с другими видами работ. Давайте рассмотрим именно время Скорпиона при растущей луне. Итак, начинается этот период 14 августа в 3 часа ночи 2 минуты. Ну и до конца суток будет находиться луна в Скорпионе. 15-го все 24 часа и 16-го утром она перейдет в знак Стрелец. А утром это в 6 часов 12 минут. Очень короткий период будет луна отдыхать с 6 часов 7 минут до 6 часов 12 минут. Бывает вот такое очень редко, но бывает очень маленький период сна, отдыха перед переходом в другой знак. И у нас получается, что есть утром немножечко времени до 6 часов, а вернее до 5 часов 30 минут. Если где-то это получится, будет возможность, можете работать. Почему? Потому что у нас очень много вопросов, связанных с посевами. Посевы зеленых культур, укроп, петрушка, салата и так далее. Давайте мы рассмотрим, когда мы это можем сделать. Скорпион покровительствует именно этим растениям. Но вы видите, вот 15-го выпадает этот день у нас, потому что будет переход Луны из первой во вторую фазу. Это маленькое новолуние, маленькое полнолуние, стрессовая ситуация для Земли, для людей и для растений и семян. Поэтому, видите, день у нас выпадает именно для посевов и посадки рассады. Заранее планируем эти работы на 14 августа. Практически весь световой день у нас почти сутки, за исключением вот этих 3 часов первых, можно работать. И что мы можем сделать? Посевы. Посевы семян укропа, петрушки, салатов, пекинской капусты и на рассаду, а можно также сеять семена сразу же в земельку на грядку. И для тех, кто спрашивает, когда можно сеять для второго оборота еще огурцы и томаты, пожалуйста, можете тоже посеять. Скорпион покровительствует этим растениям. Также есть вопросы по поводу посадки рассады уже этих овощных растений. Да, можно высаживать и рассаду овощных, и цветочных растений. У кого уже готовая рассада цветочных двулетников, многолетников, тоже высаживаем уже в грунт. Пожалуйста, вот это можно делать. И, кстати, пикировку можно провести тех цветочных растений, которые уже готовы к пикировке. Но вот 15 числа это делать нельзя. А 16, естественно, утречком рано уже не успеете. Но если вдруг нужно, то до 5 часов 30 минут утра можете вот эти посевы, посадки еще провести. Есть такое у кого-то желание ночью работать, рано утром, пожалуйста, делайте. Если надо, то, конечно, делайте. Следующий очень важный такой агроприем – это полив. Поливы и подкормки. Очень хорошее время в Скорпионе. Водичку пьют все клеточки, очень хорошо перемещается вода, тем более растущая луна. И тем более после знака весы, стихии воздуха, растения уже захотят вот этой живительной влаги, поэтому поливаем. И тут же сразу же связываю с поливами вот эту важную работу подкормки. Этот агроприем, они взаимосвязаны. И поливы, и подкормки, эти агроприемы очень эффективны, если поливаешь и подкармливаешь. Можно подкармливать и под корень, и по листьям, но наиболее эффективно в это время внекорневая, то есть по листьям подкормочка. А вот поливы и подкормки можно проводить и 14, и 15. А вот уже 16 это время стихии огня, поэтому даже рано утром это уже бесполезно, и растения не успеют в этот переходный период 6 часов
естественно, растения не смогут принять воду и получить вот эти все живительные элементы, которые обычно им отправляем по листу или под корень. У растений в это время совсем другие дела. А подкормки даже опасны, тем более, что во многих регионах продолжается жаркий зной. Идем дальше. Комнатные цветы. О, наконец-то, любители комнатных цветов, растений, для вас хорошее время. То, что вы начеренковали, что уже укоренилось, пересаживайте, высаживайте эту рассаду, перевалку делайте. Проводите поливы, подкормочки, а также не забывайте про защиту ваших любимцев от вредителей болезней. Не дремлют белокрылка, паутиный клещ и другие вредители. Так что для любителей комнатных цветов весь спектр работ. Трудитесь во благо ваших растений, ну и свое благо. В саду только защита от вредителей и болезней. Ничего другого, кроме, да, еще поливы и подкормки. Поливы и подкормки подходят для всех растений. Цветочные, овощные и садовые растения. Так что вот эти дела можно проводить в саду, если, снова же, есть в этом необходимость. А вот зеленые операции, вот эти все дни, и 14, и 15, и 16 нельзя ни в коем случае проводить. Это уже растущая луна, это уже глубокая растущая луна, переход луны из первой во вторую фазу. Зеленые операции на всех растениях, пожалуйста, не проводите. Очень важный момент – сбор урожая. Мне пишут многие, что вот что делать, у меня созрели огурцы, и я не могу собрать их, что делать. Во-первых, можно заранее в весах собрать огурчики, даже корнишончики, и как можно больше, и переработать, а уже в этот период в скорпионе, ну, если есть желание, делайте, пробуйте, увидите результат. В скорпионе это дни стихии воды. А в это время, естественно, раз много воды в клеточках, очень быстро идет процесс загнивания. И портятся наши продукты. И та же консервация, мягкие такие плоды получаются, взрывают банки. Надо ли нам это? Думаю, что не надо. Поэтому не проводим, естественно, сбор урожая для переработки, то есть для консервации, сушки, заморозки. Очень много воды. И даже, кстати, заморозка совсем другой цвет получается. А сушишь, так долго сушишь, и никак нельзя высушить именно в этот период в знак стихии воды. Поэтому и сбор урожая только для того, чтобы покушать в свежем виде, а заранее и чуть позже уже можно будет и собирать урожай, и делать различные заготовки на зиму, консервировать, сушить, замораживать. Вот это нельзя будет сбор урожая для заготовок 14, 15, ну и 16 еще утром. А затем, пожалуйста, переработка в стрельце, заготовки, это приветствуется. Всего-навсего каких-то 2 дня, ничего страшного не произойдет. Ну и важный момент – защита от вредителей и болезней. Просто очень большое количество сейчас летает всех этих вредителей, маленьких, больших, бабочки, всякие различные мушки. Все сейчас просто кишит от них. Конечно же, сухая погода, жаркая погода. Прекрасно они размножились и теперь ищут свою зону питания и находят, конечно же, именно на наших растениях, на овощных, на цветочных. Поэтому обрабатываем растения, так как это время скорпиона, растения в это время очень нежные. В конечном итоге я всегда рекомендую биопрепараты или настои трав, чеснока, перца. Вот это сейчас очень активно. Но если химию хотите, используйте химию, это ваше право. Я только даю просто советы и рекомендации, то, что сама делаю, и пытаюсь донести до вас, что химия, которой вы пользуетесь, не дает эффекта. При высоких температурах идет распад формулы, очень короткий период, и вы не получаете ожидаемого результата. У меня такое впечатление, что вредителям даже нравится вот эта новая субстанция, которая ее травит. После распада получается, что вот клопы черепашки, им вообще ничего их не берет, и им даже нравится находиться под струей вот таких
препаратов ядовитых. Это я видела у своих друзей. Вот они возмущались, что их не берет, даже двойную дозу ставят, а они живучие. Ну, потому что препараты при таких высоких температурах не работают, они просто распадается формула. Ну, вот такая у нас сегодня важная тема. Мы рассмотрели агрогороскоп с 14 по 16 августа 2021 года. Авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик желают вам удачных посевов, хороших дружных всходов. Как сеять у нас есть на канале, как сеять укроп, петрушку и другие культуры. Кстати, корнеплоды не сейте, это уже переход с первой во вторую фазу, это уже только растущее, то, что растет и дает урожай над землей, высеваем. Вот это сейчас зеленые культуры очень хорошо. Поэтому вот эти все важные дела планируем заранее, выполняем их и получаем хорошие результаты. Этого именно мы вам и желаем. Всего самого доброго, до новых встреч в новых видео.